Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами посмотрим шикарный бой на карте Париж. Бой на огромное количество урона, на Колобанова. Игрок на ВК-7201К, это наградная машина за глобальную карту, нанесет реально рекордное количество урона, затащит бой. Я, не изменяя себе, бой еще не смотрел, поэтому будем смотреть вместе с вами. Самому интересно, как он реализует эту машину. Видим, что по оборудованию у него закалка, трофейная стабилизация и трофейный досылатель. Также есть инструкция на досылатель. Играет на голдовых расходниках с доп-пайком. Ну и в основном, конечно, на аккумулятивах. Кумулятивы на этой машине шикарные. Там пробой 350, если я не ошибаюсь. Да, 350, альфа 750. Ну, то есть очень хороший такой уверенный пробивной танк. Ну, конечно, на голде. Будем откровенно говорить. Залагал у меня немного реплей, то есть счет показывает 0.2. Я не сразу начал запись, когда начал снимать, поэтому, друзья, не обращайте на это внимания. Принимает он решение ехать в ТТ-позицию, это абсолютно правильно. Было бы глупо на этом танке ехать куда-то на зелень или в центр. Здесь он абсолютно правильно выбирает направление. Видим, что много тяжелых танков против него, которые будут играть. Это АМХ-50Б, это 50 ТП, Мойсхен. Они для него абсолютно не соперники, потому что машина у него крайне бронирована, имеет хорошее очень бронепробитие. Поэтому я не думаю, что они составят для него какую-то либо конкуренцию в этом бою. Напоминаю всем, кто здесь впервые, если вы на канал только-только зашли, не забудьте поставить этому ролику лайк или дизлайк, если он вам нравится или не нравится, подписаться на канал и написать любой комментарий. Я на все комментарии отвечаю, так что, друзья, буду рад вашим комментам. Можете меня, друзья, кстати, поздравить. Я все-таки сумел дописаться до леста компании, и в ближайшем будущем будет лучше качество контента. Так что вместе с вами, благодаря всем вам, благодаря вашим просмотрам, будем делать видео еще лучше, еще интереснее. И огромное спасибо разработчикам за поддержку. То, что сейчас мне очень нравится, вот после того, как разделение пошло между Wargaming и Леста, и они очень так взялись за проект, это реально круто. То есть я думаю, это для всех нас, как игроков, будет на порядок лучше. Потому что взаимодействие с комьюнити будет гораздо и гораздо круче, чем было до этого. Пробовал наш сегодняшний герой дать урон по грилю, но у него не получилось. Немного не сошлась пушка вниз, потому что УВН у машины не самые прикольные. Дал, конечно, он хороший урон по Яге Е100. Ну, Кумуль, конечно, рубку Ягу Е100 пробивать будет без каких-либо проблем. Здесь будет пробовать работать по итальянцу. Так. Выбирает итальянца, спокойно забрасывает ему в любую проекцию. 350 это за глаза, там нет такой брони и близко. Кстати, друзья, как вам новая итальянская ветка? Поиграли? Я еще, к сожалению, себе ее не выкачал. Да и, если честно, врать не буду, я не спешу ее выкачивать. Сделал видео, пока кто смотрел Випейра. Дальше пока меня они не сильно интересуют. В рандоме с ними встречаюсь довольно часто, конечно, думаю, как и вы. Но сказать, что они представляют какую-то супер там опасность, не могу так сказать. Потому что реально, если он стоит один, то это не проблема. Но если их там несколько, ну то есть он с союзниками, то да, конечно, они могут создать немного неприятностей. Броня там и правда есть. Шикарный шот дает в НЛД Яге. Как видим, прошло у нас 3 минуты боя, у него уже 1800 урона есть, 2550 заблокировано. То есть эта машина обладает хорошим бронированием, отличным бронированием от прокачиваемого альфа-тапка, в котором брони, ну, в щеках вы знаете, корпуса, то есть в погон башню отсюда, который выбивается, от борта невозможно просто стоять. Здесь, как я замечаю, такой проблемы нет. Дает шот в гриля, гриль его пробивает в ответ. В борт, слишком шикарный угол был. У гриля хорошее бронепробитие, поэтому вполне возможно, да, что прокнуло повышенно и залетело. Вот, друзья, насчет моего общения с компанией Леста. Вы же видели, на сайте выложили общение с контрибьюторами. То есть контрибьюторы — это создатели контента, такие как я и другие игроки. Сейчас они это очень-очень активно развивают, и мне очень нравится то, что они рассматривают и молодые каналы, ну, как мой, объективно говоря, потому что моему каналу очень мало времени, ему там сколько, 4 месяца. И вы сами прекрасно понимаете, что, ну, объективно говоря, молодой блогер. И это очень-очень приятно, когда разработчики хотят дать тебе возможность создавать контент. То есть это не значит, что канал там будет, да? Всегда найдется, ой, прошу прощения, всегда найдется хейтер, который скажет, что все, продался. Нет, друзья, просто это отличная возможность создавать хороший, интересный контент, иметь
реально возможность для этого, помощь от разработчика, и это круто. Ну, то есть я такого в других проектах не видел. Вообще, изначально, когда ты занимаешься танковой тематикой, неважно, стримишь ты или занимаешься блогингом, в любом случае тебе рано или поздно придется общаться с разработчиком для того, чтобы улучшать качество своего контента. Я думаю, это любой игрок понимает. Любой создатель контента, не игрок, прошу прощения, понимает. И поэтому круто то, что дали такую возможность самому заполнить заявку, с тобой связались. То есть, ну, друзья, если среди вас есть кто-то, кто создает контент по танкам, а мне кажется, такие люди вполне есть, пожалуйста, пишите. Там все максимально прозрачно. Если вы хотите дальше продолжать развиваться в танковой тематике, как блогер, опять же, то это отличная возможность для вас. При ВГ такого не было. При ВГ были очень серьезные требования. Сейчас это все упразднили в нашу пользу, соответственно. И ну, реально круто. Вернемся к бою. У него уже 5500 урона, 4490 заблокировано. То есть видим, что машина реально очень выносливая, очень сильная. Слили полностью зелень союзники. И он принимает решение возвращаться назад. Очень скилловый игрок отъезжает, смотрит назад. То есть многие игроки так не делают и из-за этого получают безнаказанные выстрелы в спину. Здесь же он отвернул башню назад для того, чтобы мало ли выкатился кто-то. Попробовал бы дать по нему шот. Видим, что у него 1467 очков прочности осталось, что в принципе половина его хп. Противники практически все шотные. Ну, шотные, двухшотные для него. Я думаю, это будет не самый сложный для него колобанов. Главное, чтобы на него выезжали не по 3 человека. Если по одному будут подкатываться, то вообще будет отлично. Провальный счет 6-10. Союзники начинают умирать. Видим, что осталось всего 4 союзника. Это фаза 430, объект 268, вариант 5. Даже 3 союзника, неправильно посчитал. Светилась рога здесь. Умирает еще один союзник. Много противников против него, один стоит на захвате уже. 3 фрага у нашего героя сегодняшнего есть. Но на этом, как мы понимаем, ситуация не ограничится и не закончится. Бой реально, судя по тому, что я вижу, вот веду с вами монолог этот, реально крутой. То есть действительно, если согласны, палец вверх, что бой реально крутой. Так вот, друзья, я очень вам всем благодарен за поддержку. Реально, очень благодарен за вашу поддержку, потому что то, что вы смотрите мои ролики, это меня очень сильно мотивирует развиваться дальше в танках. То есть развиваться, создавать контент, создавать новые видео, улучшать качество видео, потому что вы сами понимаете, что если ты всю жизнь будешь стоять на одном месте, допустим, у тебя получается в проекте, ты там развиваешься, у тебя все классно, прикольные ролики, но если они 10 лет одни и те же, то никто тебя смотреть не будет, и ты растеряешь свою аудиторию. Поэтому самое главное — это всегда работать над собой. Это не только касается каких-то начинаний там в блогинге или еще где-то в спорте, во всем абсолютно. Вы всегда должны становиться лучше. Это самое основное, что вас должно мотивировать двигаться. Остается он вдвоем с объектом 430, залетает на него 50-ка на союзника, и сейчас его убьют. 50Б его добирает. Светится Яга, очень опасный противник, дает шикарный навесной такой парашютом в футболе, кто знает. Выстрел в щеку залетает. 2 очень опасных против него противника, это МХ-50Б и Гриль. Гриль очень пробивная машина, плюс еще арта есть. Ему нужно попробовать добрать Скорпиона. Нет, к сожалению, не удается добрать Скорпа. 5730 заблокировал он уже урона, 6,5 настрелял. Но это очень жестко. Давненько я таких боев сытых не видел. Сытых в плане урона. Ну что, друзья, будем досматривать, как это все будет развиваться. Так вот, о чем я говорю, друзья. Ага, светится 50-ка. Ему может не хватить альфы. Скорее всего, так и будет. Нужно дать по 50-ке шот, но он не подставляется. 50Б, кстати, очень интересный танк, друзья, даже на сегодня. Если кому-то интересно, у меня был обзор на канале. Могу ссылку оставить в описании, посмотрите. Выезжает слева от него Гриль. Нужно добирать Гриля. 50-ка вроде потратила на него 2 выстрела. Да, верно, 2 выстрела, значит 2 еще остается. Ему нужно убить Гриль. Отлично, здесь Гриль ошибается, Скорпион не попадает, и в спине остается 50Б, у которого 860 очков прочности, если я не ошибаюсь. Нужно как-то ему разруливать эту ситуацию, он отлично только что разменял Гриля, Гриль ошибся, то что у него заднебашенный такой же танк, как и у ВК, и просто подставился. Арта сюда ему не пробросит, поэтому ему нужно сейчас попробовать сбрить Скорпиона, а дальше уже фугасом попробовать сработать по 50-ке. Так вот, друзья, всегда нужно улучшать и работать над собой, в моем случае улучшать контент, потому что я понимаю, что требования у игроков растут, и вам не будет интересно смотреть одно и то же, поэтому я очень рад, что вы разделили со мной мой канал,
То есть, если бы не вы, у меня бы не было ни просмотров, не было бы ни желаний, ничего. Поэтому реально отдельному каждому из вас большое-большое спасибо. Потому что мне очень приятно, что у меня такая преданная аудитория, которая всегда может, так сказать, и похвалить, и сказать, что делаю какую-то ерунду. Я это очень ценю, то есть я за адекватную критику всегда. Поэтому, если что, если есть замечания по тому, что я делаю, друзья, я всегда здраво это все прочту, всегда учту, так что не стесняйтесь. Не сумел его пробить 50Б. Подставляется он сейчас под артиллерию очень сильно, тем более ФВ 207, неприятная арта, может его поджечь. Добирает Скорпа, дождался все-таки его. 7747 урона есть. Выкатывает на него 50-ка. Танкует один выстрел. Второй. Ну, я так полагаю, 50-ки снаряды кончились, он не уходил в КД. Скорее всего, просто стоял и ждал. Добирает 50-ку. Как видим, у него 9 фрагов, 7800 урона, 7900 заблокировано. То есть просто разорвал команду. Конечно, ему очень повезло, то, что противники остались шотные. От этого, ну, глупо это отрицать. Но все равно бой получился настрельным. Сейчас, пока он едет за артиллерией, мы с вами продолжим мой диалог с вами. Хотя на самом-то деле это монолог, я же говорю сам, но вы же меня слушаете, поэтому он в чате пишет сам в шоке с того, что происходит. Так вот, реально отдельное спасибо каждому из вас за то, что вы меня смотрите, вы ставите лайки этим видео, пишите, делитесь своим мнением. Если бы не вы, не ваше мнение, я бы не знал, какую конкретно тематику каналу нужно придавать, в какую сторону его двигать. Да, были, конечно, и жесткие такие высказывания критиков, там то, что как ты можешь говорить о танке, которого у тебя нет, и все такое. Объективно говоря, ну, мы все понимаем, что выкачать все танки на аккаунте это довольно трудно. Поэтому есть такие моменты, где я рассказываю о танках, которых у меня нет. И от этого никуда не деться. Когда, если будет у меня пресс-аккаунт, конечно, будет намного проще. Но я сужу по машинам, судя из того, что я видел, судя против того, как я играл. То есть сужу по тому, как я отыгрывал против этих танков конкретно. Ну и, конечно, есть машины, которых нет у меня, но есть у моих друзей, на которых я в свое время играл, поэтому могу формировать свое мнение. И нет, это не оправдание, просто хочу, чтобы между нами не было недопонимания, друзья. Поэтому объективно я реально надеюсь на плодотворное сотрудничество с компанией Леста, потому что у меня большие планы по каналу, и я очень надеюсь, друзья, то, что вы со мной будете разделять эти победы, разделять наши достижения. Будут и розыгрыши, будет и все, но всему свое время. Так что следите за новостями и до новых встреч. Если бой понравился, палец вверх, подписка и комментарий. Пока-пока.